Всем привет! Китайская компания Oppo в ходе мероприятия Snapdragon Summit 2021 сообщила нам хорошую новость. А именно, что долгожданные флагманские смартфоны серии Find X4 дебютируют в первом квартале следующего года. Напоминаю, модель Find X4 будет младшей из двух топовых решений. Старшим будет Find X4 Pro. Сегодня речь пойдет о младшем брате серии, а именно Find X4. Дело в том, что совсем недавно в сети появились практически все технические характеристики данного смартфона, и они, мягко говоря, удивляют. Итак, основные фишки его — это мощный энергоэффективный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 9000, отличный AMOLED Samsung E4 экран диагональю 6,78 дюйма, 50-мегапиксельные датчики основной камеры Sony IMX766, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Ну и самое главное, это, конечно же, цена. Всего $785. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Для начала стоит отметить, что одно из главных отличий между смартфонами заключается в платформе. Oppo Find X4 Pro получит новую систему от Qualcomm, а именно Snapdragon 898. Она будет производиться с использованием 4-нанометрового техпроцесса Samsung, но смартфон не станет первым на базе данной системы. За это звание будут бороться смартфоны от компаний Xiaomi и Motorola. Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает на частоте 3,0 ГГц, 3 ядра Cortex A710 трудятся на частоте 2,5 ГГц и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. Платформа получит графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображения Spectre 680. Ожидается, что при тестировании в Antutu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. А вот обычный Oppo Find X4 будет основан на процессоре от компании MediaTek, а именно Dimensity 9000, что, на мой взгляд, является одним из лучших решений на сегодняшний момент. Это, между прочим, первый мобильный чип, выпускаемый в соответствии с 4-нанометровым техпроцессу TSMC. Кроме того, он использует новейшую архитектуру V9. Процессор мобильной платформы использует новые ядра. Одно высокопроизводительное Cortex X2 с частотой 3,05 ГГц, 3 Cortex A710 на 2,85 и 4 энергоэффективных Cortex A510 на 1,8 ГГц. За графику отвечает Mali G710. То есть мы получим два совершенно разных смартфона в плане энергопотребления и производительности. А теперь самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Смартфон Oppo Find X4 будет доступен в двух модификациях: 8 256 гигабайт и 12 256 гигабайт памяти по цене 785 и $863 соответственно. Давайте посмотрим основных конкурентов на данный момент. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог, благо тут есть очень хороший подбор по параметрам. Oppo Find X4 в максимальной конфигурации стоит $863. Это плюс-минус 63 тысячи рублей. И смартфон имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 5 моделей. Это OnePlus 9 Pro, Asus ROG Phone 5, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Asus Zenfone 8 и OnePlus 8T. На мой взгляд, основной конкурент Oppo Find X4 это, конечно же, OnePlus 9 Pro. Тем более вы можете сравнить цены на данный смартфон и выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки. И, что немаловажно, можете прочитать реальные отзывы покупателей и для себя что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно кто-то ответит. Ссылочка на e-каталог будет в описании
под видео. Смартфон должен получить дисплей AMOLED Samsung E4 диагональю 6,78 дюйма и разрешением целых 2К+. Причем это будет панель с технологией LTPO. То есть она будет поддерживать изменения кадровой частоты в пределах от 1 до 120 Гц. Напоминаю, LTPO это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Эта технология разработанная компанией Apple, на которую компания владеет патентами, потому что много мне пишут, что эту технологию придумала компания Samsung. Нет, именно Apple. Оперативной памяти будет 8 либо 12 гигабайт LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. А это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше. Благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X, что просто восхитительно. Проще говоря, в спящем режиме ваш смартфон будет разряжаться медленнее почти в 2 раза. Своей флеш-памяти будет целых 256 гигабайт. И все на данный момент. UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопители в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Также источник говорит об аккумуляторе емкостью 5000 мАч и проводной 80-ваттной зарядке. Беспроводная зарядка будет характеризоваться мощностью 50 Вт. Что касается камер, фронтальная будет основана на новом 32-мегапиксельном датчике Sony IMX709, который прозвали кошачьим глазом. Основная получила парочку 50-мегапиксельных датчиков Sony IMX766 для основной и сверхширокоугольной камер и 13-мегапиксельный Samsung S5K3M5 для телекамеры с двукратным зумом. Напоминаю, главный датчик Sony IMX766 это очень хорошее решение в наше время. Пиксель тут достаточно большой, 1.0. Анонс датчика состоялся в декабре 2020 года. Ожидается, что Oppo Find X4 будет заключен в корпус из стекла Gorilla Glass Victus. В компании уверяют, что Victus в плане устойчивости к царапинам в 2 раза превосходит Gorilla Glass 6-го поколения и в 4 раза конкурента. Что касается падений, то Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Также смартфон Oppo Find X4 предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, парочку стереодинамиков, ИК-порт и операционную систему Android 12 из коробки. В системе ассистент запускается после удержания кнопки питания. Также появилась возможность сделать длинные скриншоты веб-страниц, быстро делиться ссылкой при помощи перетаскивания, добавилась игровая панель, быстрый переход между медиаприложениями и многое другое. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Oppo с каждым годом делает все лучше и лучше свои флагманы. Oppo Find X4 и Oppo Find X4 Pro тому подтверждение. Это действительно топовые решения будут в 2022 году. Конечно же, вы должны понимать, что за данное решение нужно заплатить, потому что сейчас кто-то напишет в комментариях, что 750 плюс-минус долларов это очень дорого за смартфон от компании Oppo. Они купят Samsung, Huawei и так далее. Но вы должны понимать, что это достойный бренд, который может предоставить нам хорошие технические характеристики за недорого. Ждем презентацию, ждем смартфоны на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.